Виноват ли садовник? Ну, виноватого искать бесполезно. Но то, что сейчас делают с орхидеями садовники, это я вам могу рассказать. Так вот, если, представьте себе, взяли два растения, не проверили их на вирусы, скрестили, и у этой орхидеи получилось, что у нее заложены два разных вируса, а из двух разных вирусов может получиться третий. И мы не знаем, как лечить. Вот это не фузариоз. Это далеко не фузариоз. Это какая-то, ну, может, серая гниль. Определить сложно. Это можно определить только в лаборатории и только опытным путем, что же это за заболевание, если оно уже выделено на орхидеях. Лечить не всегда есть лекарства, которыми можно вылечить орхидею. Но мы знаем, что от вируса и от бактериальной инфекции, а может это и бактериалка, нет препаратов. Их просто нет. Их еще не изобрели. И вот мы с вами сидим и гадаем, мы виноваты, садовники виноваты, кто виноват? А орхидея погибла. Ждете? Сём, ты никак не пристроишься? Ну да, Сёма все ходит и ходит. Говорит, когда же вы уже придете? Ложись, Сёмка. Ложись. Вот молодец, укладывайся. Так не надо трогать орхидеи. Решать. Мурчи там все потихонечку. Добрый день, друзья. Вы знаете, только ленивый из моих друзей не напомнил мне, что наступил високосный год. И раз в 4 года, когда действительно у нас один лишний день в феврале, это 29 февраля, считается несчастливым годом. И есть много наблюдений, это длительное наблюдение, когда считается, что в этот год и падеж скота, и плохой урожай, и случаются какие-то непредвиденные у людей неприятности. Космического масштаба. Да, хотелось бы в это верить или не хотелось верить в високосный несчастливый год, но у меня тоже этот год начался с каких-то непонятных для меня явлений. Ну, во-первых, мы очень редко болеем. И тут вот прямо в Новый год мы с мужем вдвоем сразу разболелись. Слава Богу, это уже все прошло. Но я была крайне удивлена, когда 2 из моих экспериментальных орхидей, которые я вам показывала, одну на протяжении 4 месяцев, вторую 2 раза как минимум показывала. Вот до Нового года они держались. После Нового года они начали разваливаться. Я, конечно, до определенного чего-то там верю в мистику, но не настолько. Я готова искать и другие причины, почему так случилось. И вот давайте с вами начнем вот с этой орхидеи, от которой ничего не осталось. Даже перед съемкой я взяла в руки, и отвалился последний лист. Много можно говорить о мистике, но история такова, что я ее и купила без корней. И видно было, когда я вам ее первый раз показала, это орхидея Гренобль. Черная, красивая, маленькая орхидея с маленькими цветами. И у нее видно было, что листики, они такие теряющие тургор. И я ее даже обработала максимум сразу, на первом видео. Ссылку на видео оставлю в правом верхнем углу экрана. Ничего не помогло. Она держалась, и после Нового года просто развалилась на запчасти.
Есть даже один еще полуживой корень. И я не буду выбрасывать саму орхидею, потому что вот здесь еще есть корни. Но вдруг что-то случится волшебное, из ряда вон выходящее. Но усохло даже основание орхидеи. Ну пусть еще постоит, вдруг случится чудо. Оставлю ее так, буду пока поливать, потому что корни, ну не все, хотя вот совсем есть плохие корни, есть хотя бы один корешок. Буду надеяться на чудо. А вот вторая орхидея. Это орхидея, которая стояла просто в воде. И этот эксперимент начался еще в сентябре. И орхидея прекрасно наращивала корни. Вот эти новые молодые корни. Даже на старых корнях вот здесь росли молоденькие корешки. И вдруг, ни с того ни с сего, да, забыла вам сказать, она даже пробудила почку и начала растить цветонос. Но бутончики тоже сейчас, вот они, сухие. Что же случилось с этой орхидеей? Вот они, сухие листья. Но это давно, как в начале года, в первых числах отвалился, и я его оставила для того, чтобы вам показать. Посмотрите, какие листья отваливаются с орхидеи. Плотные, жесткие. Но орхидея вот так, я бы не сказала, даже не желтые листья, а красные, отсушивает листья от основания орхидеи. Ну и сейчас уже очень хорошо видно, что основание орхидеи поражает гниль. Вот она. Сейчас я сниму этот последний лист, а там плесень. Белая плесень. Сказать, что это фузариоз, ну вряд ли. Определить, почему вдруг орхидея решила вот так от основания погибнуть, тоже непонятно. Ну, то есть не все болезни мы с вами можем определить. Я ее поливала только лишь наливая в горшок и опрыскивая вот эти нижние корни. Я ни разу не попала на саму орхидею водой. Ну, не было такого. И вот, пожалуйста, вот такой печальный результат. Когда я решила поставить эту орхидею в воду, ну вот видите, корни-то у нее и сейчас есть. Вот почему я не люблю разбирать орхидеи, ставить их куда-то на наращивание корней, на доращивание. Почему я всегда оставляю орхидеи в горшке? Потому что вот при наличии таких корней, и если бы они не были разобраны, то вполне возможно получить детку. Но я вам недавно показывала, что если корни разобрали и орхидея погибает, то скорее всего и эти корни через небольшое количество времени тоже все высохнут. Вот как сейчас происходит вот с этими новыми корнями. Отнести это к мистике или к неправильному уходу, но я буду об этом думать и решать, что же все-таки я виновата. Виноват ли садовник? Ну, виноватого искать бесполезно. Но то, что сейчас делают с орхидеями садовники, это я вам могу рассказать. И винить или себя, или их, ну, это бесполезно. Но что сейчас происходит с орхидеями? Мы ведь прекрасно с вами знаем, что 20-летние орхидеи, которая у меня до сих пор живет, там 10-летние, 15-летние, они растут значительно лучше, чем вот эти недавно купленные орхидеи. Что сейчас происходит? Вот 20 лет назад, да, конечно, уже применялись какие-то генетические эксперименты, все это было.
Но все-таки орхидею не выращивали такими скоростными методами, как это делается сейчас. Я не помню, на горшке на этом... Вот, жалко, на этом горшке не написано, когда посажена орхидея. Но вы помните, 2 или 3 года назад, когда к нам привозили орхидеи от GMP, на каждом горшочке было написано, когда посажена орхидея в этот горшок. А сажали их тогда маленькими, в небольшом размере, и выращивали, и чаще всего это был всего год-полтора. И нам выращивали огромный букет цветов. Вот с такими огромными листьями, что применялись? Стероидные гормоны. То есть все ускорители роста, какие только можно было использовать. А еще ведется селекционная работа, назовем ее так. Когда для нас стараются, они действительно стараются для нас, вырастить все новые и новые сорта орхидей. Их скрещивают, их переопыляют. Но мы же прекрасно знаем, но и помним из школы, что селекционная работа ведется очень долго. То есть сначала скрещивается 2 разных вида, получается какой-то цветок. Цветок, я не знаю, пшеницу раньше так выращивали, зимостойкую, например. Получилось что-то красивое очень. И потом еще раз опыляют, переопыляют эти цветы. И долго-долго, год, 2, 3, 5 лет выращивают стабильную орхидею. А сейчас что? Вот представьте себе, если садовник добросовестный, он взял 2 родительских растения, скрестил он, но перед этим сделал тесты на заболевания этих растений. Тут по генетике я не буду говорить, но хотя бы на заболевания. Больны ли или здоровы эти 2 растения? Вирусные хотя бы. Да, хотя бы на вирусы. Потому что вирусы, они просто не лечатся. А недобросовестный садовник, не все такие недобросовестные, очень много добросовестных. И мы знаем, что от одних производителей мы получаем шикарные орхидеи, а от других вот погибают орхидеи. И что ты с этим сделаешь? Да ничего. Так вот, если, представьте себе, взяли 2 растения, не проверили их на вирусы, скрестили, и у этой орхидеи получилось, что у нее заложены 2 разных вируса, а из 2 разных вирусов может получиться 3. И мы не знаем, как лечить. Вот это не фузариоз. Это далеко не фузариоз. Это какая-то, может, серая гниль. Определить сложно. Это можно определить только в лаборатории и только опытным путем, что же это за заболевание, если оно уже выделено на орхидеях. Лечить не всегда есть лекарства, которыми можно вылечить орхидеи. Но мы знаем, что от вируса и от бактериальной инфекции, а может это и бактериалка, нет препаратов. Их просто нет. Их еще не изобрели. И вот мы с вами сидим и гадаем, мы виноваты, садовники виноваты, кто виноват? А орхидея погибла. И с этим ничего не поделаешь. Но в любом случае искать виноватого мы с вами не будем, но отрицательный результат – это тоже результат, из которого можно делать определенные выводы. Не хочется заканчивать видео так печально. Не все так плохо, как я вам сегодня рассказывала. Меня очень порадовали в этом году цветением парфюмерной фабрики. И об этом я расскажу в следующий раз. До новых встреч, друзья. Увидимся на канале. Тут спит кот. Не трогай его. Я не трогал. Он заскучал и уснул. Еще бы. Рассказывают о плохом. Ну да, а все уснули. Так неинтересно было. Не-не, просто грустно. Да, печально. Печально. Совсем печально.